Всем привет! В этом видео я хочу показать вам свои новинки парфюмерии. Я люблю сделать большую закупку travel версии, мини-версии от Левантов, разных парфюмов, протестировать их и затем решить, что из этого я буду покупать в полноразмерном флаконе. И в этом видео я хочу поделиться с вами своими впечатлениями. Первый аромат от достаточно дорогого нишевого британского дома, который называется Electimus. У меня один из их хитов продаж. Это аромат Imperium. У меня вот такой флакон. Сам аромат наносим. Он в старте пахнет очень ярко кориандром, цитрусами. И такой вот сразу какой-то такой древесный аккорд. Я могу сказать, что он мне очень в старте напоминает вот этот аромат от бренда DS Endurgo, который называется кориандр. Он действительно очень похож. Но когда аромат усаживается постепенно, ну так минут, наверное, через 30-40, он начинает пахнуть очень амброво, так сладко, немножко ванильно. И здесь он похож уже на аромат Ани от Нишане. Вот он тоже у меня здесь есть, один из моих любимых ароматов. В общем, резюмируя, вот этот аромат пахнет вот как вот эти два. Если вы с ними знакомы, если вы любите подобное направление, то вот. Полноразмерный флакон я покупать не буду, но я бы с удовольствием купила бы набор парфюмов побольше, потому что сам бренд мне очень понравился. Следующий аромат — это аромат от бренда Penhaligon's, который называется Babylon. Я практически полностью его использовала, тут уже совсем чуть-чуть осталось на дне. Наносим. Ох, бесподобный ванильный аромат с сандалом и шафраном. Вы знаете, я его купила только по одной причине, потому что я прочитала, что он очень похож на мой обожаемый Baby Cat от Yves Saint Laurent. У меня есть видео, я оставлю ссылку в описании, где очень подробно разбираю этот аромат. Это такая ваниль с кожаным, таким ладанным, древесным аккордом. Очень сложный, красивый, многогранный аромат. Да, действительно, Babylon, Вавилон, они очень похожи, но я бы сказала, что Baby Cat это все-таки больше, наверное, такой тяжелый аромат, такой плотный, больше такой вот сухой. А Вавилон, он же Babylon, он такой более сладкий, более такой подвижный. В нем чувствуется вот этот вот сандал, он будет более соленый. Они оба потрясающие в плане стойкости, то есть она очень долго длится, в буквальном смысле до утра. И я даже захотела купить его флакон, но я решила, что надо сначала закончить Baby Cat, а уже затем купить себе, возможно, на смену вот этот Babylon Вавилон, потому что аромат шикарный совершенно. Еще один аромат — это Dancing Blossom от бренда Louis Vuitton. У меня вот такой вот их пробничек, который мне подарили в магазине. Да, это не совсем ниша все-таки, но я надеюсь, вы не будете сильно придираться. У меня будет еще несколько парфюмов, которые, ну, может быть, сложно отнести к нише, это скорее бутиковый люкс. Так вот, про этот аромат Dancing Blossom наносим. Это розовый такой, фруктовый, немножко мятный, очень женственный, красивый аромат. Я здесь чувствую, наверное, больше фруктов, чем розу. Хотя тоже я ее чувствую, такая молодая, свежая, такая прям звенящая роза. Это очень красивый, такой женственный, изящный аромат. Вы знаете, у меня с ним только одна ассоциация. Такая она, очень специфическая. Это вот прекрасный подарок в полноразмерном флаконе. Если вам нужно сделать презент, ну, например, такой, знаете, женщине-руководителю завода, или там владелице, там, не знаю, салона, или там директору университета. То есть это очень женственный, такой приятный, нейтральный аромат, который, ну, обычно нравится женщинам, у которых там нет какой-то супер-мега огромной коллекции. Это статусно, дорого-богато, сложно найти, если у вас есть возможность и бюджет, потому что такой парфюм, по-моему, стоит в районе 40 или 50 тысяч рублей. То есть это очень дорогой аромат, но тем не менее, вот это прям идеальный подарок, когда есть бюджет и все сидят и не знают, что купить. Вот, это прекрасный вариант на тему. Еще один аромат, это очень интересный бренд, это южнокорейская ниша, называется он Born to Stand Out, то есть если дословно перевести, это рожденный, чтобы как тогда выделиться. У меня два аромата от этого бренда, первый называется Mood, это игра слов, видимо, от слова английского mood, настроение, мы сейчас с вами его потестируем, наносим аромат. Это такой миндально-сладкий аромат, в который добавили что-то типа такой, знаете,
бальзамической заправки для салатов. Звучит немножко странненько, но все вместе это дает очень оригинальное звучание. Я не пробовала и не тестировала подобных ароматов. Он действительно пахнет как-то очень так необычно, уникально. Это, наверное, вот для тех, кто парфманьяки, кто замучился, потому что думают, что якобы все пахнут вокруг одинаково. Но это очень интересный аромат. Его делала, кстати, Натали Лорсон, поэтому аромат, в принципе, не мог быть каким-то таким простяцким, да. У него хорошая стойкость, я его носила, наверное, полдня я точно от себя его чувствовала, была ветреная погода на улице, он меня не раздражал, не душил, мне он понравился. А вот еще один их аромат, который называется Not Vanilla. Я думаю, что здесь речь идет о том, что это такая какая-то ирония, если я правильно поняла задумку, что не очередной ваш такой ванильненький сладенький аромат. Так, ароматов сегодня много, места должно хватить для всех. Наносим. Это такой лесной аромат с можжевельником, сухими травами. Вообще здесь заявлена камфора, но я не очень хорошо знаю, как камфора пахнет. Ну, да, что-то такое медицинское. Вообще у меня с этим ароматом ассоциация, знаете, вот как пахнет веник в бане, прям вот русской бане. Очень такой прям свежий, лесной такой аромат. Ну, он на любителя, я бы сказала. Если вы любитель, то вот, очень тоже интересный аромат. Так, из Южной Кореи мы с вами перемещаемся во Францию. И здесь очень такой тоже дорогостоящий бренд, который называется Fragrance des Bois. Я тестировала разные их ароматы. Вот один из таких самых их популярных, это, конечно же, Каворт. Сейчас мы его с вами нанесем. Вот в старте он такой, как удовый аккорд с розой, роза-уд. Вообще уд здесь не заявлен, но постепенно, как аромат раскрывается, и вы его носите, да, он действительно очень стойкий, очень долго от себя его чувствуешь, для меня это важно. Здесь такое прям вот роза, специи, шафран, пачули, он немножко такой тягучий, что ли, такой немножко медовый. Но это красивый такой нишевый аромат. Я бы сказала, что это сложный аромат. Он прямо вот с претензией такой. Вот эти вот все розы, цветы, уды, пачули. Вот это все переливается сложно, много, немножко даже душновато. На выход. Вот на выход у нас этот аромат в Петербурге продается в Пассаже, там его можно потестировать. Я знаю, что этот бренд в Москве представлен в ЦУМе. Не знаю, насколько там он есть в наличии, но я просто знаю, что этот бренд у нас в стране все еще есть. Еще один аромат от этого же бренда, это парфюм, который называется Lovers, тоже Fragrance des Bois. Этот парфюм, его сравнивают с Кирки. Ну, не знаю, тут, наверное, речь о том, что здесь много фруктов заявлено и мускус, но я здесь в первую очередь чувствую пачули. И здесь есть вот тропический аккорд. Вы знаете, когда в парфюме есть тропический аккорд, он всегда немножко, парфюм, как по мне, может немножко так его удешевить, что ли. То есть он начинает пахнуть как, вот, ну, как спрей для тела парфюмированный. Это неплохо, просто за такие деньги, а это очень дорогая парфюмерия, так вот здесь это сделано очень изящно. Красивые оба два. При наличии возможности я бы их, конечно, офлаконила и обязательно бы себе купила в коллекцию. Следующий парфюм, это парфюм от бренда Dior, это бутиковый люкс, это парфюм, который называется Fleur de Lisieux. Его снимают с продаж, у меня вот такой небольшой пробник, я тестировала этот аромат и в Шанхае, когда была, и в аэропорту. В общем, я купила себе пробник, чтобы окончательно решить, нужен мне он или нет. Наносим, так. Ну, это какао с ванилью и пачули. Вы знаете, я долго думала, нужен он мне или нет, все-таки нет, потому что пачули здесь слишком много для меня. То есть либо уж тогда делайте его очень сладким, таким гурманским, прям гурманика, либо тогда уже и не надо. В общем-то, я приняла решение, что не буду его в коллекцию покупать. Пусть он кого-нибудь другого порадует. Еще один аромат от французского дома Сора Дора, который называется Orchide Rouge или Orchide Rouge. Этот аромат пиарили просто все американские блогеры парфюмерные, да и не только американские. Просто из каждого вообще утюга была эта Сора Дора. Все говорили, боже, новое что-то звучание, новый шикарный парфюм, вообще лучшая орхидея. Так, наносим. Это
Миндальный тоже аромат, очень сладенький такой. Здесь он мне напоминает вообще все вместе взятые ароматы из 2010-х. Возможно, у наших американских коллег по цеху у них просто не было такого опыта, и они просто не знают, как все эти ароматы пахли здесь у нас. Но ничего такого прям вау я не вижу. Поэтому если вы здесь вдруг увидите, что у нас кто-то будет говорить, что это вообще лучшее, не знаю, орхидею я здесь чувствую еле-еле. Я все в поиске идеальной орхидеи, пока я ее, к сожалению, не нашла. У меня есть Essential Orchid от LM Parfum, все с ней прекрасно, только она не так, что прям вау в плане стойкости, хотелось бы получше. Но вот это никак ей не замена, и я вообще не поняла восторгов. Если вам нравится и вы думаете по-другому, обязательно напишите. А вот следующий парфюм мне очень понравился. Называется он Crush on Me от бренда Unique Luxury. У меня тоже вот такой вот пробничек, я его прям берегу, потому что полноразмерный флакон, по-моему, у нас нигде не продается. То есть это обычно квест какой-то нужно пройти, чтобы купить. Так вот, наносим его. В старте это такой, знаете, цитрусово-карамельно-горьковатый парфюм. Немножко пачули здесь есть. Они здесь не такие ядреные, как Fleuve de Lisieux, совсем их немного здесь. Вы знаете, в старте он такой вроде простенький. Думаешь, что такое вообще? Почему вообще, собственно, о чем речь? Но когда ты его начинаешь носить, он начинает так раскрываться. И ты понимаешь, что на тебе что-то действительно очень красивое, это какая-то очень необычная такая интригующая композиция. Он не скатывается в такую супер сладость, несмотря на то, что здесь есть карамель. Я бы сказала, что, может быть, даже здесь есть кожа. В общем, Crush on Me – это тот парфюм тоже для тех, кто у меня сильно увлечен парфюмами. Если вы тоже хотите найти какой-то парфюм, вот чтобы не у всех, но при этом, чтобы было так не совсем уж, там, не знаю, болото, подвалы и там металлические предметы, да, то есть, ну, все-таки что-то такое носибельное. Вот если у вас есть возможность, обязательно протестируйте этот парфюм, попробуйте его найти, заказать вот в плане от Леванта там, или тестера, неважно, где вы покупаете, там, да, в каналах, Телеграм, у байеров, где-то еще. Вот. Аромат действительно необычный, не заезженный, он сейчас не у всех. В общем, мой восторг и рекомендации. Еще два аромата от бренда Наркотика. Первый аромат называется Dulce Diablo. Это очень сладкий аромат. Так, куда бы нам его нанести? Давайте сюда, на мизинец. Ему нужно совсем чуть-чуть. Так, наносим. Это прям шоколад. Это прям молочный шоколад, сахар, мед. Ой, очень красивый, немножко амбровый такой аромат. Вот он именно шоколадного пирожного аромат. Вы знаете, аромат мне понравился, но он прям супер сладкий. То есть это сладость на уровне La Vie est Belle. Это очень такая плотная гурманика. Не знаю, как это вообще можно летом носить. Но если вы любите, почему нет? А вот что касаемо их второго аромата, который также называется Наркотика, это очень такой... Сейчас вот сюда мы его нанесем. Вы знаете, этот аромат, он действительно пахнет вот этими всеми запрещенными веществами. Я бы сказала, что он, когда подусядется, он пахнет вот как будто, когда траву скосили, вот она полежала, и вот она уже начинает пахнуть. Ну так, специфически очень. Это не совсем мой формат парфюма, я такой не очень люблю. И в целом, вы знаете, сейчас будет такая очень личная ремарка. Мне, в принципе, кажется немного странным, когда бренды заигрывают вот с названиями запрещенных веществ. У меня вообще нет никаких просто позитивных ассоциации с этой темой. То есть вот там какая-то зависимость, манкость. Нет, у меня исключительно ассоциация с тем, что это, знаете, трагедия в семье и разрушенная жизнь. Я не знаю, может быть, это только мне так кажется. Вот, но поделитесь тоже, пожалуйста, своими впечатлениями, вот как вы к этому относитесь. Меня как-то это совершенно так немножко настораживает. Всегда думаю, зачем вы это делаете, если вы и так можете сделать хороший парфюм, вот зачем вам эта тема? Ну ладно, это так, небольшая была моя ремарка. Ну и последний аромат, который хочу вам показать, это аромат, который мне очень понравился, и я хочу себе купить полноразмерный флакон. Это аромат Javoy Fayetteville, у меня уже второй пробник. Этот аромат в старте и в раскрытии похож на аромат Тихота, который, кстати, сделал Франциско Уркиджан для такого небольшого инди-бренда, который называется Indalt. Так вот, так, сейчас еще раз нанесем. Тут уже все немножко перемешалось, но я знаю прекрасно, как пахнет этот парфюм. Он у нас, кстати, по-моему, продается в интернет-магазинах. Что могу сказать? Это ваниль, которая чем-то мне напоминает вот ваниль в
ароматах от Victoria's Secret, Б ванила, и также у Yves Rocher вот это вот их ваниль, но не сейчас, которая выпускается, а если вы давно пользуетесь этим брендом, то лет вот 10-15, она была вот именно такая. Очень красивый аромат, ваниль с цветами, здесь вообще заявлена мимоза, ну да, я знаю, как пахнет мимоза, прекрасный цветок, но я здесь ее так сильно не различаю, я бы сказала, что здесь прям есть такой прям мускус, вот конкретно совершенно. Ваниль и вот сладость общая. На этом у меня все. Обязательно поделитесь, если у вас есть эти ароматы, что вообще вы о них думаете, если у вас полноразмерные флаконы. Я собираюсь дальше ехать в отпуск и обязательно вам оттуда что-нибудь сниму, расскажу. Вот, благодарю вас за просмотр и всего самого хорошего.